У меня было такое чувство, что до этого концерта Димаш был похож на молодого парня, а теперь мы увидели взрослого мужчину. Я абсолютно согласен, особенно в последней песне с этими двумя девушками. Он мужчина, и как будто он только что сказал всему миру: «Я больше не мальчик». У него есть талант, и у него хорошая машина с приятными девушками. Поскольку у вас богатый опыт в музыкальной индустрии, помните ли вы кого-нибудь из артистов или музыкальных групп, у кого ранее был такой же большой концерт, который может все изменить? Хорошо, позвольте мне уточнить информацию о своем опыте. У меня есть степень в популярной музыке, в американской культуре. Я учился петь у вокального тренера, который был очень известен. Его обучал сам Георг Гершвин. Но я также был учителем, футбольным тренером и растил свою семью. Так что я немного в стороне от этого. Вы знаете, меня приглашали на прослушивание для крупных шоу, таких как это, но я не так близко связан с этим. Поэтому я представляю точку зрения кого-то, кто не участвует в этом, и поэтому я могу говорить правду. Вы знаете, люди, которые в этом участвуют, они не хотят унижать кого-либо, они не хотят говорить свысока. Но я скажу правду об этом, потому что я нахожусь снаружи. Я действительно много об этом знаю. Поэтому вам не обязательно собирать много людей, чтобы понять, то, что делает Димаш, он создает новое. Была одна женщина из Перу, у которой было 6 октав. Она приехала в Америку. Кажется, ее имя Имма Сумак. Она владела всем своим диапазоном, но она хотела петь обычные песни, у которых нет таких высоких нот. Ее имя Имма Сумак, а еще был Лучано Паваротти. Он ворвался в поп-музыку и спел с Пласидо Доминго, а потом с поп-певцом Джоном Денвером. А еще был Майкл Джексон. И вам придется объединить всех их, чтобы понять музыку Димаша. Поэтому никто ранее не делал такого. Я даже не видел, чтобы кто-то располагал таким образом музыкальную установку, которая была на сцене по обе стороны от него. Но я никогда не видел такого. Это было довольно инновационно. Я думаю, что он побил рекорды онлайн-концертов в большинстве стран мира. Мне любопытно, какова будет статистика. Возможно, они ждут 23 января, чтобы увидеть, сколько было зрителей на концерте. И это, вероятно, будет большое число. Я даже не смогу предположить количество. И инновация была в том, что концерт онлайн, а также в составе труппы. И инновация была в том, что были разные музыкальные жанры, 6 разных языков. И никто, повторюсь, никто не делал такого ранее. Новая музыкальная площадка, захватывающая музыка, все самое лучшее, что есть в музыкальном бизнесе. Все было круто. Просто надо подальше держаться от этой машины. Будь осторожен, Димаш, чтобы эта машина не съела тебя и не выплюнула. Так же, как это произошло со многими талантливыми людьми. Я не имею в виду, что это случится с ним. Он один из тех, кто сможет противостоять этой машине. Потому что он образован и очень умен. У него большое сердце. У него есть сердце и ум. Но все равно нужно быть очень осторожным с этим. И этого достаточно. И все потому, что мы заботимся о нем так же, как все мы заботимся о том, что он поет сегодня. И мы просто хотим быть ему поддержкой. Но люди иногда вкладывают слова в ваш рот, придумывают вещи и нападают на вас. Я имею в виду то, что было много тех, кто обеспокоен о том, что он попал в эпицентр политики. И все же он выше этого. И мы рады видеть это. Потому что у этой машины есть мощные силы. Я имею в виду машину развлечений. На самом деле, я еще хотел вас спросить, в какой точке развития карьеры сейчас находится Димаш? Если мы вспомним, например, о группе Beatles, вы помните, когда они стали очень популярными? Я это точно знаю. А вы можете предположить, что Димаш сейчас находится в этой же ситуации? Ну, дело в том, что я знаю очень много про Beatles, как о социологическом явлении с точки зрения музыки. Они являются культурным феноменом, мировыми, социальными и музыкальными новаторами во многих отношениях. У меня была возможность однажды встретить Ринго Старра, но это совсем другая история. Я тогда занимался звукозаписью в Калифорнии, а он тогда был занят альбомом, и, похоже, менеджеру Ринго Старра понравилась моя музыка. Она позвонила мне и сказала: «Привет, я от Ринго Старра. Ты хочешь поучаствовать?» Я ответил что-то вроде «Да, хорошо», но я этого не сделал, потому что я все равно был напуган. Но я думаю, что это именно та точка. Я говорю про сравнение
сравнение Димаша и Битлз. Этот момент был и перед его приездом в Америку. У них это тоже случилось до приезда в Америку. Тогда они уже завоевали часть Европы, Англию, Германию и Францию. Но в тот момент они еще не завоевали Америку. Они охватили Америку в основном только тем, что они взяли американскую музыку, наложили на нее британский штамп и вернули ее обратно в Америку. Димаш похож на них, но он даже круче, потому что у него есть песни казахского фольклора, итальянская опера и прочее. Это совсем другой уровень. Именно поэтому я так восхищен. И он именно в той ситуации, в которой были Битлз, до того, как они приехали на шоу в 1964 году. Это было в Нью-Йорке, а их первый концерт был где? В Вашингтоне, округ Колумбия. Их первый концерт был в Вашингтонском Колизее, всего в 10 милях отсюда. Колизея там больше нет. Здание было перестроено. Это был первый концерт Битлз в Америке. Но Джордж Харрисон до этого был здесь, чтобы повидать свою сестру. Поэтому он уже бывал в Америке сам. Димаш был в Лос-Анджелесе, и Димаш приехал в Нью-Йорк. Так что это очень похоже на тот самый взрыв битломании. Димаш Стан, или как правильно, как бы ни называлось это явление. Да, Димаш Стан. Димаш Стан — это весь мир. Я очень рад, что вы задали этот вопрос, потому что я был одним из первых, кто услышал Битлз в Америке. Местная радиостанция в Мэриленде, первая станция, которая пустила в эфир Битлз. Потому что есть такая история, что девочка из младших классов средней школы, около 13 лет, услышала Битлз от друга из Англии. Она пошла на радиостанцию и спросила, могут ли они поставить группу Битлз. И они ее спрашивают, а кто такие Битлз? А у нее был их музыкальный альбом, который они пустили в эфир. И все телефоны сразу же зазвонили. А у них были обычные телефоны. И вдруг все звонят с просьбой послушать песню. Ладно, продолжаем разговаривать. Просто у меня тут выскочило сообщение от Zoom. В общем, это она принесла Битлз на радиостанцию, и они стали первыми, кто запустил Битлз в эфир. И я тоже услышал их по радио. Мне тогда было 5 лет. Так что теперь люди знают мой возраст. Я родился в 1958 году, когда карьера Элвиса только разгонялась. И я услышал Битлз в 1963 году. Я услышал их по радио вместе с моей мамой. Это были песни «I Want to Hold Your Hand» и «She Loves You». В общем, он сейчас очень близок к этому. И будет интересно на это посмотреть, потому что было сопротивление Битлз, было сопротивление Элвису Пресли. Он же трясет бедрами. Вы не можете показывать свои бедра, боже мой. И у Битлз вообще были длинные волосы. А у меня была швабра, когда вы моете пол. В общем, я надел швабру на голову, и мои сестры последовали за мной вокруг квартала. И я вел себя как Битлз. Так что я на самом деле был там, когда они сначала играли по радио, а затем, я думаю, в январе, когда они приехали в Вашингтон, округ Колумбия, а затем они переехали на шоу Эда Салливана в Нью-Йорк. Они могли бы начать и с Нью-Йорка, но я знаю, что их первый концерт был в Вашингтоне. Поэтому я не знаю, как так получилось. Но в любом случае, я думаю, что Димаш такой же, как и Битлз, когда они были здесь раньше, прямо перед тем, как они приехали в Америку. И его первый онлайн-концерт был показан во всем мире. Однако и многие американцы его посмотрели. Поэтому ответ очень конкретный. Я думаю, что он очень близко. Я не знаю, когда это произойдет, но он похож на Битлз, когда они были рады приехать в Америку. Для Битлз Америка тогда была очень драгоценна. И для Димаша все складывается похожим образом. У него есть агент по талантам в Нью-Джерси, совсем рядом с Нью-Йорком. А агентов имеют музыканты и спортсмены. И Димаш еще может жонглировать футбольным мячом. Я видел, как он набивал мяч более 100 раз. Я набивал мяч 1001 раз, когда был моложе. Я думаю, что Димаш тогда набил мяч 103 раза. Я посчитал. Это было, когда он был перед своим гаражом. Тогда он вспомнил, что умеет играть в футбол, и стал набивать мяч. Так что да, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что это очень хороший вопрос. Итак, в итоге мы можем сделать вывод, что первый онлайн-концерт — это было что-то вроде бомбы для американской музыкальной индустрии. Вы сказали слово «насос» или «бомба»? Я имел в виду слово «бомба» и слово «насос». Да, я лишь хочу узнать количество людей, которые видели это шоу. Но представители TIXR уже сказали, что зрители были из большинства стран.
Мой друг живет рядом с их офисом в Санта-Монике, штат Калифорния. Я думаю, что это хорошая организация, и они заявили, что у них один из самых больших охватов по всем странам. Давайте теперь подождем окончательных цифр, которые, вероятно, появятся после 23 января. Хорошо, давайте посмотрим. Будем и дальше изучать этот феномен. Я думаю, что это все на сегодня. Конечно. Но мне нужно показать кое-что. Спасибо. Я действительно хочу показать мир, потому что вот этот мир не имеет границ. Сейчас все должны видеть, где они находятся. Я пытаюсь сделать так, чтобы была видна каждая ваша страна. Этот снимок сделан из космоса организации НАСА. И иногда нужно сделать это с миром. Иногда вам нужно ударять его наушниками и шляпой. У меня есть отличное название для этого мира без границ. Это Димашстан. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.